Думаю, большинство игроков Plants vs Zombies при игре стараются ставить все красивенько так, симметрично. А некоторые из таких даже могут предъявить другим, написав алё: «Слышь, Лорак, чё ты не симметрично ставишь? Тебе что, так сложно? Играй нормально». Если в чем-то, что я сказал, вы узнали себя, то вы явно не по адресу, ведь то, что будет происходить в этом ролике, вам может не понравиться, ибо в нем я пройду ПВЗ без симметрии. Сразу говорю, идею челленджа взял с зарубежного канала, все ссылки в описании, не бейте палками, бж. Так вот, давайте же расскажу правила челленджа, чтобы было более понятно, с какими трудностями мне предстоит играть. Самое первое и сразу последнее правило – это то, что мне не разрешено садить одно и то же растение на нескольких горизонтальных линиях. То бишь, если я посажу горохострел тут, то кроме этой полосы я нигде больше не смогу его садить. И чтобы я смог начать садить данное растение, например, вот на этой строке, то мне нужно будет либо дождаться, когда их всех сидят на той линии, где они стоят, или же самому вскопать. Надеюсь, суть вы уловили, и давайте попытаемся выяснить, можно ли так пройти игру. Потому что то, какие трудности ждали меня на крыше, это... Первый уровень, идеальный, наверное, уровень для данного челленджа, как и в общем для многих других, ведь здесь одна линия, да и растения. Но если в других челленджах с какой-то трудностью на дневной локации сталкиваться особо не приходится зачастую, тут же во втором уровне не так. Ряда 3, растений 2, из которых атакующими является лишь одно. А лопаты-то нет. Идеи лучше, чем посадить горохострела защищать подсолнухи, я не придумал, хоть и оставил тем самым 2 ряда совершенно пустыми. Но все вышло идеально, ведь в начале волны его сразу съели. Да и подсолнухи хоть и сейчас без надобности, но практиковали роль, которую будут вероятно играть еще не раз, а то бишь тормозить зомби. Вишня. Инста-растения, ой, как полезны будут в данном челлендже, могут задевать сразу несколько линий, да и заруинить челлендж, поставив те же 2 вишни в разных местах, например, я никак не смогу. По сравнению с уровнем 1.2, 1.3 был намного проще, прям бодренько так играется. Следующий уровень, мы получили орехи, открылась вся поляна. Это очень плохо, но надеюсь, у меня выйдет сделать все правильно. Права на ошибку у меня пока нет, из-за отсутствия лопаты как-никак. Как быть? Ну, видимо, подсолнухи и орехи у меня будут на одном ряду. Как по-другому быть? Ой, фигня какая-то произошла, но могу сказать, что я так и планировал, ведь удалось избавиться от данной ошибкой сразу от зомби на 3 рядах. В подальшем было еще несколько опасных моментов, под самый конец мне съели все растения даже, но вишня очень сильно сейвила. Без нее явно этот уровень с данным челленджем вряд ли вышло бы пройти, тем самым получив максимальное упрощение данного челленджа для дальнейшего прохождения. Лопата. Вот теперь, переставляя растения, вряд ли будут подобные ситуации, как в этом и позапрошлом уровне. Да, Дэйв, согласен, капец горохострелы офигели, нарушают правила челленджа, нужно им дать лопатой по башке. Во, другое дело, балбесы какие, а? Боулинг. По правде я особо не понимал, как будет его правильно играть, ибо орехи ставлю на одном ряду, а он укатывается на другой. Поэтому я решил запускать орех, ждать, когда он исчезнет из поля зрения, и запускать новый. Мина. Не такая, конечно, крутая, как вишня, но за свою цену это лучший из возможных. Первых 3 зомби спокойно мог бы я убрать, если бы в ситуации с третьим я поставил бы мину на одну клетку дальше от него. Буквально 2 секунд ей не хватило. Наверное, это второй по легкости после 1-го уровня уровень. Никаких проблем. А дальше их будет еще меньше, ведь мы получили ледяной горохострел. Возможно, я поспешил с выводами. Зомби идет достаточно много, а я ко всему допустил фатальную ошибку, пересадив орех на другой ряд. Пока он кадашился, все мои подсолнухи съели. Вышло у меня пройти данный уровень фиг знает с какой попытки. Я со счета сбился, насколько их, на мое удивление, было много.
То зомби пойдет самый первый на том ряду, где мои санфлаверы, то я с таймингами просчитаюсь или забуду, что мина уже стоит, и ставлю на другом ряду, не убрав с того. То просто у меня уже столько грохострелов поставлено, что пока их вскопаю, зомби на ряду, где нет газонокосилки, дойдет до дома. Действительно не думал, что настолько много проблем может быть, и что больше половины из них я создам сам себе. Но главное, что вышло пройти. Чомпер. Вполне отличная замена ореху, думаю. Стоит в 3 драка, да. Но может ведь зомби хапнуть, да и перезарядка на посадку у него минимальна. Я, наверное, возьму. И подальше левела дня, хочу сказать вам, ребята, прям изи, ведь растений, способных как-либо навредить зомби, у нас 5. И рядов 5. Вот и все, о чем тут еще говорить. В уровне 1.10 так и вовсе, все было сверх-мега-изи. Подсолнухи защищать не нужно, так как их нет, да и растений больше 6 дается, 7. Первый левел ночи, даже не знаю, что бы я делал без спора крипа. Пересаживая его, удалось уничтожать быстренько почти всех идущих зомби. Но уже в следующем уровне, по всей видимости, так не выйдет сделать. Уж больно много конусоголовых. Да и заменив подсолнух на солнцегриб, полученный в прошлом уровне, вовсе ни на что солнца хватать не стало. Так еще и эти могилы мешаются. Но у меня есть идейка, как это можно исправить. Взять и солнцегрибы, и подсолнухи. Во. Хоть их и съели, но солнце-то я накопил, а их мне явно хватит, чтобы пройти данный левел. Да боже, почему я такой балбес? Вот нужно же мне было поставить спорогриб, блин. Но со следующей попытки, благо все удалось. В ней я уже ради интереса взял чомпера за место подсолнуха. И даже солнца на все как-то почему-то дохватало. Возможно, зря на тебя наехал. Сори. Дымогриб. Атакующее растение за 75. Это отлично. Благодаря нему, чомперу, а еще и вишне, зомби с дверью трудностей не составил. 7-й слот? Конечно, давай. Чем их больше, тем проще будет играться. Уровень 2.4. Все то же самое, что и в прошлом. Единственное, было 2 волны. И зомби 6 бегал. Мини-игра 5 зомби, расположенная на уровне 2.5. Никаких изменений ее прохождения в данном челлендже нет. О, футболист появился. Хай. К моему счастью, с тобой проблемы такие же, как и зомби с дверью. То бишь, никаких. Практически то же самое могу сказать и о том, когда они пошли вдвоем. Вот что реально мешает, так это могилы, но никак не они. Уровень 2.8, и все так же легко. Ух, гриб судьбы. С его помощью я и прошел следующий. Последний левел локации ночь. И он тоже прост, как и большинство прошлых уровней ночной локации. Они не являются какими-то пугающими, бросающими вызов. Бассейн. Могу сказать лишь одно. Он будет нас хотя бы немного, но подготавливать к крыше. Ведь тут уже есть одна неприятная проблемка в виде бассейна и наличие кувшинки, на которую челлендж также распространяется, кто вдруг не понял. Но если тут пока данная проблема занимает 2 линии из игрового поля, то на крыше будут все 5. Да. И то, здесь ведь можно уничтожать зомби, находящихся в воде, растениями, сажающими на траву. А на крыше этого нельзя будет сделать. Может, ребят, закончим прохождение на тумане? 3 стрелы, зомби с трубкой у нас объявились, они как инь и янь. Ведь 3 стрелы это имба в данном челлендже, а данные зомби ну уж очень противные будут наоборот. Не знаю, правильно я сейчас делаю то, что делаю, но вроде норм. Вишня успевает перезаряжаться, чтобы уничтожать очень хитрых челов с трубкой, плывущих под горошинами. Воу, 8-й слот? Да, давай. Второй раз в моей жизни за сотни часов в этой игре мне Дэйв предлагает купить 8-й слот до открытия магазина. С ним теперь капец как легко. Уровень 3.5. Ой-ой.
А это уже интересно, хоть и трудно. Нужно как можно быстрее пересаживать орех, пешутер и кувшинки, попутно же стараясь максимально грамотно юзать вишни. Ведь благодаря им и становится возможным пройти это. Фух, с третьей попытки все удалось. Именно в ней мне капец как много вишен понадавали, что даже ни одну газонокосилку заводить не пришлось. Перец. Думаю, бесполезное по своей сути растение с данным челленджем. Придумать, как можно его удачно и выгодно использовать, я что-то не могу. Так что значит и брать не буду. Уровень 3.10. Сказать, что это трудно, это ничего не сказать, так как дэмэджа впритык, наверное, хватает. Если в обычной игре можно заставить все 3 стрелами и улучшить их пнями, а после можно уже и чилить, то тут не так. Тут мне по большей части играли роль орехов, так как именно ими я и стопил зомби, чтобы они получали урон от колючек. Или же просто дождались вместе со мной, когда наконец кабачок или перец отсюда вылезет. Ура! Хоть моя ситуация явно плачевная, но он выехал, можно и порадоваться. Вероятно, я усложнил себе игру, еще не покупая водокосилки. Ну да ладно, хочу пройти без них. Вторая попытка не задалась, но вот третья... Ух, столько перцев давали, это капец. Я лично насчитал 16 штук, а ведь помимо их давали еще и кабачков. Туман. Вероятно, он не будет слишком сильно отличаться от бассейна, уж тем более, что теперь есть возможность ставить помимо обычных растений грибы. Но вот заруинить самому челлендж здесь очень просто, так как тут есть туман. Не зря же так локация называется. И можно случайно, не специально, поставить что-либо на другую клетку или же забыть вовсе о существовании растения, поставленного в нем. У меня лично такого не произошло, но и доказать, что в тумане все стоит честно, я не могу. Так что вам остается либо разбирать это ускорение, поставив в ютубе скорость 0.25, или поверить мне на слово. В следующем уровне то же самое можете сделать. Не хочу я тратить один слот на фонарь. Я уверен в своем скилле и памяти. Уровень 4.3. Зомби на шарике. На 2 гриба судьбы и все. Никакие кактусы явно не нужны, которые ко всему переставлять пришлось бы. Ветродуй тоже не нужен. Увы, не судьба вам увидеть убранный туман. Кстати, у меня 10 тысяч монет. А давайте кошка-камыша куплю. Почему нет? Вазобой. О, это интересно могло бы быть, будь он посложнее. А так кабачками первые 2 этапа спокойно проходятся. А в последнем третьем можно вообще всю работу газонокосилкам оставить. Стоящим, кстати, симметрично подмечу, но с этим уже ничего не поделать. Левел 4.6 и КТЛ премиум падре данного испытания, а в комбинации со звездоплодами так тем более. Лучшие растения в ПВЗ, пока меня ни разу не подводили. Последний левел локации туман. Сам по себе он не есть чем-то сложным, из-за звездоплодов опять же. Но самая большая его трудность — это не нарушить правила челленджа. Ставить что-либо приходилось предельно аккуратно. Надеюсь попутно, что будут выползать ветродуи, так как кактусы переставлять явно не лучшая идея была бы. Капуста пульта. Ура! Ничего больше закрывать видимость не будет, ведь начинается крыша. И хотите, я расскажу прикол, прям смешной такой. Я без шуток забыл о том, что горшок — это растение. Ну типа нет, ну типа да. И прошел пару уровней, нарушая правила челленджа. Чтобы это недоразумение исправить и все было честно, мне пришлось полностью перепроходить игру до крыши. Так как отдельно переиграть эти 3 уровня без щитов я никак не могу. Да и думаю, согласитесь, в этом ведь и суть челленджей. Нарушил его — страдай. Вот я снова тут, и насчет страдай. Перепроходить игру-то несложно, просто долго. А вот пройти крышу, имея возможность ставить растения лишь на одной линии из 5, уж очень непросто. Но это еще ладно, в сравнении с тем, что в первом уровне у нас даже не одна линия, а 5 клеток. И единственное, напомню пока, растение здесь, которое реально смогло бы уничтожать зомби на 2 крайних рядах, это звездофрукт, на которого наклон крыши также работает. Если с обычными зомбиками тут кое-как да выходит успевать справляться с его помощью, то вот когда на них появляется конус или они идут друг в друге, это означает лишь одно: мозг наш будет съеден. И казалось бы, неужели челлендж провален? Или все же можно что-то сделать? И тут вариантов не так много, а точнее всего один.
если мы хотим пройти. Это просто ждать и надеяться на рандом. Все, больше вариантов нет. Каких ломакосилок? Ведь они появляются в наличии у Дэйва после первого уровня крыши. Думаю, не стоит говорить, что с ними было бы все намного проще. Можно сказать, еще одно усложнение, и так капец какого усложненного уровня. Но что есть, то есть. Хорошо хоть существует такая штука, как Safe Load, и спустя столько челленджей мне наконец придется прибегнуть к ней. Кто не понимает, что это, то вкратце объясню. Вот, например, как видите, у меня хорошее начало получилось, так что теперь я выхожу из игры, сохраняю папку с сейвами и захожу в игру обратно. Как видите, зомбу с конусом пошел на первом ряду. И теперь я вместо того, чтобы начинать все с самого начала и надеяться на удачный спаун уже в самом начале, а потом и вновь на этом моменте, просто загружаю сохраненный мною сейв вместо существующего. И ролю так до тех пор, пока этот гад не решит пойти не на этих рядах, а вот на этих. И спустя более 30 попыток у меня все вышло. Подобный метод очень сильно экономит время, да и вряд ли его выйдет назвать читерством, ведь и без подобного прикола подобный спаун удалось бы когда-то дословить, просто пришлось бы потратить времени раз в 10 больше. Второй уровень крыши, теперь у нас горшки есть и хламокосилки появились у Дэйва, но так как монет у меня не хватает, их я не смогу купить. Эх. Придется и дальше пока что мучиться без них и кораблей, которые тоже достаточно хорошо упрощают начальную игру. Да. Не знаю, придется ли вообще без них данный уровень, в котором идет помимо зомби с конусом аж зомби с ведром плюс шустрый зомби шестом, но давайте пробовать. Ладно, я лучше пойду попрохожу что-то, чтобы накопить монеты. Хоп, вот сейчас могли бы проиграть, но этого не произошло. Отлично. Я даже больше скажу, теперь когда выстрелено достаточно звездофруктов, выходит и зомби с конусом на дальних рядах уничтожать. Вау. Но вот что ж вы тут пошли, а так все хорошо начиналось. Но уже в следующей попытке все сложилось прямо-таки идеально. В конце я практически проиграл. Зомби с палкой мчался на всех парах, но все-таки я успел накопить на звездоплот, и самое главное, звездоплот успел выстрелить. И этого одного выстрела хватило. Иногда он даже по обычному зомбу не успевает выстрелить почему-то. Фух, уровень пройден, причем пройден намного быстрее, чем я думал, не пришлось даже к приколу с сейвами прибегнуть. Зомби с лестницей. Черт, если не ошибаюсь, он быстрее, чем зомби шестом, и самое неприятное, живучее, чем зомби шестом за счет лестницы, которая почему-то урон, полученный сбоку, то есть прилетевший по телу зомби, впитывает в себя. Хорошо, он хотя бы появлялся редко, поэтому с третьей попытки удалось пройти. Кстати, не думайте, что мне все съели, мне пришлось все скопать, так как на одном ряду не было косилки, но зато был перец у меня в слотах. С ее ролью он справляется лучше, чем кто-либо еще. Нашлось ему все-таки применение. Какао-боб, кофейный боб или кофе-бин. Кому как удобней. Мы получили, и это, хочу вам сказать, очень полезное для нас сейчас растение. Думаю, примерно на уровне газонокосилки даже по полезности, ведь мы получаем прямо-таки два растения, которые могут действовать на зомби на дальних линиях. Одно замораживает, дая звездофруктам идеальную возможность наносить урон, а другое так и вовсе уничтожает всех. Но если первого мы можем достаточно легко использовать, то вот гриб судьбы вряд ли выйдет, ведь каждая клетка важна. Тем более, что из такой проблемы, как нехватка солнца, приходится частенько сталкиваться, хватает их впритык. И используя его я если спасу ситуацию, то ненадолго, а вот испорчу зато на весь подальше уровень стратегию. Поэтому я не совсем уверен в рациональности его использования, если только где-то под конец. В данном уровне, кстати, 5.4 прет зомби-футболист, но грустить не стоит. В теории вроде теперь и не так сложно с новыми растениями в тактике должно быть. Не совсем, вернее вообще не так. Спустя 5 часов попыток я понял, что капец как мне не хватает еще одного, 9-го слота, чтобы взять туда мракогриб, на который мне также пришлось копить. Он, думаю, идеален для данного челленджа, потому что сможет защищать не только наш средний ряд, но и попутно наносить громадный урон на 2 и 4 линиях.
Не исключаю, конечно, что и с 8 слотами можно пройти, но мне лично этого не удалось сделать, как бы и не пытался. В лучшей попытке я практически прошел, но в самом конце все испортил наш любимый зомби-футболист. Даже сейф в начале второй волны никак не смог помочь исправить ситуацию, наролив нужный спаун для прохождения. Поэтому давайте вновь копить монеты. Ура! Фух, спустя фиг знает сколько времени я смог накопить на 9 слот, 20к монет. Наверное, пока это самый сложный челлендж на моем канале. Я никогда не тратил столько времени на прохождение одного уровня. И еще фиг знает сколько мне придется потратить, ибо я его пока что так и не прошел. Да и непонятно сколько еще проведу в следующих уровнях. Ну, с первой попытки с 9 слотами я не прошел. Это было очевидно. И со второй, и с третьей словить хороший начальный спаун дело непростое. Тем более, что теперь нужно тратиться и на горшки в начале, так как по сравнению с первым уровнем у нас изначально их стоит 3, а не 5. Но все же есть шанс словить идеальный спаун. В моем понимании это спаун зомби по центру, ведь можно поставить звездоплод за ним и спокойно его уничтожить. А к тому времени, как пойдет второй зомби, уже будет более-менее нормальное количество сумм, чтобы поставить еще один звездоплод и не париться, где в дальнейшем будут идти самые обычные зомбики. Правда, даже делая все правильно, от плохого спауна и нехватки солнца подальше это не спасает. А из-за моей хотелки попробовать пройти это без сейфлоуда, мне приходилось попутно еще и монеты вновь фармить на грабли. Спустя час что-то да начало получаться, и этот прогресс я уже терять не намерен. Поэтому, чтобы точно пройти, у меня закралась в голове интересная мысль, которая явно сможет нам нормально так солнце сэкономить. А именно на роли спаун, где зомби с лестницей пойдет вот тут и поставит лестницу на тыкву, тем самым наш мракогриб становится неуязвимым. То бишь, огромное количество ненужных нам укусов зомби сделать не смогут, из-за чего на тыкву тратиться так сильно не придется, перестав постоянно переживать, что мракогриб успеет сожрать. Блин, ну вот почему футболист пошел именно тут? Пойди он где угодно, все было бы классно, четко, так как я бы его взорвал вместе с этими двумя зомби с конусами. А так снова луз. Ого, 2 лестницы подряд. Круто, даже очень хороший спаун. Но вот 2 зомби в конусах, идущие вместе, так не считают. Как минимум один из них, который почему-то чуть ли не бежать начал. В общем, и с данным спауном у меня так ничего и не удалось. Наверное, вам уже надоело слышать мое нытье, но от безысходности я начал уровень с самого начала. И данное решение было явно верным, ведь словив идеальный начальный спаун, который выше описывал, и пытаясь отыгрывать уже от него, примерно за 15 откатов к нему случилось нечто. Другими словами не описать, потому что хоть я как сумасшедший и сохранялся в этой попытке каждые 5 секунд, но прибегнуть к данным сохранениям мне пришлось лишь один раз. И то не из-за спауна, нет, а из-за моей собственной ошибки, где я не успел заюзать ледогриб, который должен был как раз таки спасти мракогриб от повторения судьбы тыквы, которая на нем была. Закрутившись же, я не стал снова лепить ледогриб, просто поставив тыкву, все обошлось. А далее даже и проблем не было. Зомби под самый конец заюзали 3 из 4 оставшихся газонокосилок, из-за чего все зомби волны поперли на центральном и 4-м рядах. Взорвать грибом судьбы всю эту кучу было то еще удовольствие. Уровень пройден. Это я могу с уверенностью сказать сложнее любых модов по Plants vs Zombies. Никакие Hard и Brutal X моды не сравнятся с тем, какая сложность была в данном уровне, выполняя данный челлендж. Боюсь представить, сколько мне бы пришлось сидеть, играя без загрузок, ведь даже так я потратил часов 13 на данный уровень, если еще учитывать фарм монет на нужные для прохождения предметы. Левел 5,5. А тут-то что делать? Изначально можно подумать, неужто горшок переставлять и чемперов садить? Верно, именно это и делать, причем как бы сложным это ни казалось, все очень-очень легко. Растений, выезжающих с конвейеров, вполне хватает, чтобы не терять газонокосилку. Ну, если только одну. С первой же попытки все удалось. Уровень 5,6. Это подарок судьбы, наверное, ибо как бы мне не давили растения, как бы не ломали мечиками сзади растения, как бы не грызли растения и как бы мне не приходилось делать кратеры грибом судьбы, все прошло с той же попытки, с какой прошелся и прошлый, то есть с первой.
Следующий уровень, если про него и можно что-то сказать, то же самое, что говорил на уровне 5.4. Хотя может из единственного, так это то, что одну клетку, а то и две у нас собрали. Капульта тачек слишком много. Теперь я просто-напросто боялся ставить мракогриб даже на второй с конца клетки, ибо не успев скопать тыкву или поставить ее наоборот после уничтожения катапульты, мракогриб будет уничтожен. Большинство моих переигровок было как раз таки по этому поводу, ибо солнца у нас нет лишнего, чтобы закрыть на подобные глаза. Но и не ставить его также не выйдет, иначе не будет кому наносить урон по тачкам на данных рядах из-за их расположения. И рано или поздно у них кончится терпение, и вместе с мечами они придут по нашей мозги. Быстро поедут. Хорошо, хоть мучиться столько же времени, как и на левеле 5.4, не пришлось. Всего 2 часа понадобилось для прохождения. Все-таки 3 волны для данного челленджа на крыше слишком жестоко. Кому, кстати, было жалко мракогриб, ставьте классы по данным роликам. Хоть улыбаться может начнет. Тебе бы тоже, кстати, Гаргантюа не помешало бы улыбаться, а то постоянно такой хмурый и серьезный ходишь. Будто осознавая, что проблем для данного челленджа ты много не создашь. Медленный, легко байтящийся, еще и редко идущий. Первый уровень с твоим дебютом без шуток за 11 минут прошел. Вот бы так и про следующий уровень 5.9 сказать. Эх, мечты. 3 волны, такой набор зомби никогда подобному не дадут случиться. То ли я ошибался, то ли мне крупно повезло, но все сложилось наилучшим для нас образом всего за час. Уровень пройден. Остался лишь босс. Босса нет. Капец ледогриб крутой, одной заморозкой его слил. Да я тебе руку пожму. Респект. Что ж, челлендж пройден, и можно ответить на вопрос, возможно ли пройти Plants vs Zombies без симметрии? Определенно да, но заниматься таким не советую никому, по крайней мере на локации крыша.